Всем доброго вечера. Насколько я знаю про привороты, я снимала и не раз, и в разных роликах говорила об этом, и отдельно говорила, и обращалась к тем, кто любит разбивать чужую семью. Но давайте еще раз освежим в памяти и более подробно с вами обсудим все, что касается приворотов. Естественно, я ведьма, и я знаю, как делают привороты. И, естественно, я в своих видеороликах показываю различные работы магии и созидательные, разрушительные и деструктивные программы, которые ставятся. То есть я показываю вам, как это делается. Это не обязательно означает, что, например, мне это интересно, и я это буду делать. Потому что я провожу те работы, которые мне интересны. А энергия любви на самом деле во Вселенной – это одна из самых мощных, самых сильных энергий, которые существуют. Энергия настоящей любви. Любви к родине, любви к науке, любви к своей профессии, любви матери к ребенку, мужчины к женщине, и женщины к мужчине, к родителям, к своему дому, к земле. Любовь. Она имеет разные аспекты, неоднозначно. Поэтому энергия любви – это двигатель цивилизации, то, что позволяет созидать, идти вперед, создавать, получать желаемое. Но если это настоящая любовь, не искусственная. Если женщина ради того, чтобы не быть одинокой в конце жизни, берет ребенка из детского дома, то это не гарантия того, что она сможет полюбить этого ребенка. И что ребенок сможет полюбить эту женщину. Даже родив ребенка, не гарантия, что мать полюбит этого ребенка. Мы учимся любить своих детей постепенно. Сначала мы не понимаем, не осознаем, потом приходим в себя, возвращаемся к жизни, забота о младенце, усталость. Мы постепенно начинаем изучать своего ребенка, того, кого мы воспроизвели на свет, кому мы дали жизнь. И мы начинаем учиться любить вот это кричащее маленькое чудо, которое нам не дает ни спать, ни нормально функционировать. И 3 года практически, можно сказать, мы проводим возле его люльки. Поэтому своего чада любить не так просто. А уж тем более ребенка не своего, не кровного, которого ты не носила под сердцем, не чувствовала. Многие люди ошибочно берут такую же породу собак после потери своей собаки, надеясь, что вот эта порода, то есть схожесть внешняя, как-то заменит их любимицу, но со временем понимают, что это не происходит. Невозможно любовь создать искусственно. Это дано мирозданием, это дано подсознанием, это дано богами. И поэтому, когда мы что-либо создаем искусственно, все, что касается чувства, либо занимаемся самообманом, либо страсть принимаем за любовь, либо иные желания принимаем за любовь, то мы очень дорого за это платим. Мы сейчас не говорим о вызове тоски, про зазывы, которые я давала, про то, чтобы в нем создать вот эту тягу к тебе. Это совершенно другое. Если у человека есть чувства, но у него не хватает решимости, либо он очень обижен на вас за что-то, то, пробуждая в нем его чувства, как бы разговаривая с его душой,
не нарушая его границ физических, ты начинаешь понимать, нужна ты этому человеку или нет. Если отправленное чувство тоски пробуждает его с вами разговаривать, объясниться, поставить точку в конце концов, когда вы не можете понять, что происходит между вами, это совершенно другое. Чтобы не ходить и не плодить непонятно кому, можно просто для начала проверить чувство этого человека вот подобным ритуалом. Вызвать у него тоску. Если человек и после этого не выходит на связь, то этот человек к вам не испытывает никаких чувств. И поэтому нет нужды об этом человеке думать, переживать, тосковать и прочее. Однако это совершенно не имеет ничего общего с приворотом, с присушкой и иными действиями, насилием над душой человека. Друзья мои, те, кто превратил приворот в ходовой товар, эти люди никогда вам не скажут, насколько это опасное занятие. Как правило, у этих людей не особо-то и получается это делать, но если увлекаться приворотами, рано или поздно, конечно же, определенные низменные духи услышат, придут и испортят жизнь и тому, кто заказывает этот приворот, и тому, кому этот приворот предназначен. Во-первых, приворот может заказать женщина, которая себя не уважает. По молодости я делала привороты. Не часто, но очень редко брала, сделала. Но не разбивая семью, а, например, возвращая назад от любовницы, привязывая обратно к жене, притягивая в семью. Но потом я бросила это дело. Во-первых, потому что женщины, которые просят приворот, они несносные, они плаксивые, они надоедают, вот эти вот пискострадалицы. Во-вторых, это неинтересная работа. Но почему-то одно время, считая, что, поскольку я занимаюсь магией, могу и это делать, почему бы нет. Можно, конечно, на пальцах пересчитать, сколько раз я это делала. Оно все получилось. И чаще всего они выгоняли своих любовниц и возвращались домой. И последние 2 работы, которые были сделаны мной, в первой мужчина выгнал ее, выкинул чемоданы через забор, у них частный дом. Он жил с любовницей. Довольно солидного возраста мужчина. Но я сказала жене: вы готовы потом жить с этим человеком, простить ему это все, вспоминая, что он сделал вам? Да, я готова, мы с ним уже почти 30 лет живем, мы все-таки одна семья. И, он выгнал ее. И она начала говорить, что я, знаете, не могу простить. Я говорю, я свое дело сделала. Дальше уже вы как хотите. Хотите прощайте, хотите нет. Вы хотели, чтобы он вернулся в семью, он вернулся, он просил ее обратно. И самое интересное, там не было воздействия, там не увели его приворотом, как многим женщинам кажется, которые не очень ухожены, не очень, скажем, занимаются собой, превращаются в таких клуш, знаете, наседок. А потом удивляются, почему мужчины увлеклись другими женщинами. Это тоже надо иметь в виду. Но мы сейчас не говорим об этом. Мы говорим именно о конкретных случаях, когда действительно приворотом уводят. И второй, то есть предпоследний и последний случай, когда профессор, они с женой работали в одном университете, он, ректор какого-то факультета, а она секретарша. У них там роман начался, жена узнала, он пригрозил, что, в общем, он либо уходит к ней жить и продает половину дома, либо смирись. Вот ее взрослая дочь привела ее ко мне.
Я точно так же с ней поговорила, я объяснила, что жизни потом не получится никакой, потому что вы сами понимаете, вы будете все время вспоминать, что он сделал, ну и прочее. Вы согласны потом? Она сказала, для меня главное материальное. Главное, чтобы наш общий дом он не продал, этот козел и так далее. Поэтому плевать мне на него. Я хочу, чтобы он просто вернулся в семью. И, собственно, он вернулся в семью во время педсовета, значит, между преподавателями и лекторами. Он ее очень страшно оскорбил самыми такими грязными словами, унижающими, хотя до этого купил ее дочери квартиру. Вот уже до этого доходило. И выгнал. Сказал, вон отсюда, пошла вон, чтобы я тебя не видел. Ну, выгнать так с работы не смог выгнать, потому что не имел какие-либо законные основания для этого. Но после этого они стали как кошка с собакой. Он говорил, если бы я знал, я бы никогда не подарил эту квартиру, но уже подаренное не вернешь. В общем, вернулся профессор в семью. Муж сделал, то есть жена сделала вид, что все нормально, хотя уже дальше не знаю. Они были благодарны, оплатили мой труд. Но после этого я зареклась делать, потому что я устала, потому что я вижу, что это деструктивная, разрушительная программа. Не хочу. Вот жил бы этот профессор с этой бабой, может, он был с ней счастлив. Хрен его знает. Вот я его оттуда оторвала, как котенка, и притащила назад за шкирку домой и кинула в дом. Хорошо ли я сделала? Вот меня попросили, и у меня вот этот юношеский максимализм, это ее муж, никто не имеет права уводить и так далее. И вот вернула я и один случай, второй. Следующий случай, когда он жену просто бросил беременную и ребенка от первого брака ее, и ушел к молодой такой вертихвостке. Ей было очень больно, она была беременна, я ее пожалела. Они до сих пор, мне кажется, живут вместе. Точно так же вернула назад. Приворот, да, приворот был сделан. Привязала я этих мужчин, обратно притащила в семью. Хорошо ли я сделала? Знаете, они попросили, я сделала. Но вот сейчас думаю иногда, а может быть, это дерьмо не нужно было этой женщине, даже если она была беременна. Если человек способен был такое сделать, так он может через некоторое время опять сделать, кто его знает. Хочу вам сказать, что приворотом уводят только того мужчину, который способен предавать. Если мужчина не способен предавать, он поймет, что с ним что-то не то. Он даже поймет, что его тянет к какой-то женщине. Он будет просить жену найти какую-то женщину, бабушку. Вот даже если он скептик, не верит в это, вообще никогда не верил, он начнет говорить, помоги мне, сними с меня вот эту зависимость. Я чувствую, что меня туда тянет, я не хочу бросить семью, если он не способен предавать. Если он ушел, он способен предавать, и поэтому тут даже разговаривать не о чем. Не уведут никогда достойного мужчину. Всегда уводят того, кто склонен предавать. Это знаете, потому что он не теленок, чтобы его тащить. Теперь, женщина, которая уводит приворотом, это женщина, которая себя не любит и не уважает. Потому что она будет жить не с ним, а с тем зельем, которое посыпали, с теми словами, которые наговорили. И все время нужно подделывать. Пожизненных приворотов нет. Если есть очень сильные работы, то, как правило, это уже искалеченная совсем психика, хотя и в других случаях тоже искалеченная психика, но более-менее сносно так еще могут жить. А вот на пожизненные, через погост, через демонические силы, через кровные жертвы, это просто уже, как бы сказать, рабство. Конечно, есть люди, которые их делают, и, как бы вам сказать, я не то что осуждаю, я не осуждаю людей, которые приворотами занимаются. Нет, это их право, их дело. Вот они решили, им у них получается, они за это берут деньги. Это ты думай, ты заказчица. Твое право, твое дело. Как хочешь так. Нет, дело не в этом.
Дело в том, что, как бы, знаете, хозяин-барин. Вот хочет человек, а кто-то этим занимается. Но есть одно но. Зрелые мастера, во-первых, за это редко берутся. Потом со временем вообще не берутся. Потом они обязаны объяснить все за и против, а они не говорят об этом. И вот это вот вранье полнейшее, белые привороты, привороты без греха, привороты безопасные. Приворот — это просто мы раскрываем энергию женщины, мужчина влюбляется, чушь собачья. Приворот — это насилие, это искусственная любовь, которую создать невозможно и которая со временем распадается, остается там психически больной человек, абсолютно бедный, от которого все отворачиваются, с отвратительной, значит, отвратительно испорченным характером, пьющий, зачастую к концу, ну, не к концу жизни, но ближе к концу жизни и импотент. Лет 20 точно. Далее. Какие мотивации есть у женщин делать приворот? Первое — страсть. Не любовь, страсть. Потому что, когда ты любишь человека, ты никогда ему не причинишь боль. Приворот — это порча. Ты ему делаешь порчу. Ради себя. Для себя любимый ты ломаешь ему жизнь, судьбу и тащишь к себе. Поэтому это порча. Значит, первое. Мотивация, самое важное. Страсть. Второе. Ну, взять чужое и самоутвердиться. Вот ты не красавица или красавица, но очень низкой самооценкой. Вот он над тобой посмеялся, а ты говоришь: ну, подожди, козел, я тебе покажу. Пошла, заплатила хорошие деньги, сделала на него приворот. И он начал тобой интересоваться. Еще одно. Привязать к себе, повернуть к себе, присушить, вызвать страсть, вызвать интерес. В конце концов, привести в свою постель, возможно, но это все не приворот. Это прелюдия, это начало приворота. Это обратить на себя внимание. Почему? Потому что если у мужчины и женщины не было сексуальных отношений, приворот не получится. Это знаете. Не получится приворожить мужчину и женщину, если у них не было сексуальных отношений. Если сексуальные отношения случились, приворожить возможно. Ну, вот так вот закон приворота, он такой. До этого это присушки и прочее. Вот вы берите, не знаю, фотографию султана Брунеи, отвезите к сильной ведьме и попросите приворожить. Он же тебя не знает. А может, он один раз тебя видел в толпе, когда проезжал по своей этой Брунеи своей. Ну вот увидел он тебя, а ты его, а он тебя и не запомнил, вас таких 1000 миллион. Ну, ты думаешь, вот он на меня так посмотрел страстно, и вообще я хочу быть богатой, приворожи его. Что случится с этим человеком? Мы сейчас опустим вот эти моменты, что у них тоже своя защита есть и прочее, не так легко на этих людей что-то делать. Ну, предположим, он к тебе не придет, потому что у вас не было постельных отношений, этот мужчина вас не знает близко. Следовательно, создать вот такой некий канал, извиняюсь, по которому тянут вот этот бинарный канал, любимый все время говорят. Канал, который вот взаимосвязь между людьми, через который идет вот от него к тебе вот эта энергия, от тебя к нему и так далее. Вот эта невидимая нить. Его нет. Если этой невидимой нити нет, он не может понять, в кого он влюбился, почему у него настроения нет, что с ним происходит, почему у него какие-то страстные сны снятся, что такое происходит и так далее. Он не сможет понять, просто ему будет плохо. До того момента, пока он не пойдет к кому-нибудь и не снимет вот это все влияние. Но он к вам не придет, потому что он вас не знает. Даже если вы с ним работаете, каждый день видитесь, он никак к тебе не относится всерьез. То есть он не рассматривает тебя как женщину. Поэтому даже если в этом вопросе начнет на тебя смотреть, интересоваться тобой, он начнет подозревать, что с ним что-то не то. Ведь ты же ему вообще не нравилась. А что произошло? Вот когда что-либо произошло, после этого приворожить мужчину намного легче. Поэтому, когда вам говорят, что никаких проблем, даже если ничего у вас не было, приворожимый этот мужчина будет твой, это невозможно.
этот мужчина может, он должен постепенно поворачиваться к вам лицом. Его надо постепенно, его на этой цепочке на это постепенно тащить к себе. Сначала он должен на тебя обратить внимание, потом он должен как-то хорошо к тебе относиться, потом ты должна перед его глазами меняться и казаться ему очень замечательной, просто вот незаменимой. Потом у вас должно быть дальше, более близкие отношения. Вот тогда этого человека можно приворожить. До этого невозможно. Это целая работа. Далее, не бывает безопасных приворотов. Это все равно, как сказать, очень безопасный киллер. Ликвидирует без каких-то там травм. Понимаете? Потому что, еще раз говорю, потому что приворот – это порча. Как может быть безопасная порча? Скажите мне, пожалуйста. Какая разница, что ты портишь? Ты портишь психику человека, жизнь человека. Ты делаешь так, чтобы он начал пить, чтобы он стал бедным и нищим. Вот. Или ты ему просто идешь, хоронишь его фотографию на кладбище, и он точно так же становится нищим, бедным и так далее. Ну, смотря насколько у вас это получилось. Так вот, первое – это страсть, мотивация. Второе – это самоутвердиться, это доказать себе, что вот такой мужчина может меня полюбить. Вот он там надо мной посмеялся или меня не замечал, а вот он может меня полюбить. Я его притащу к себе, а потом вообще привяжу, и будет мой. Значит, третье – это финансы. Вот богатый мужик, и вот ты смотришь и видишь в нем решение всех своих проблем. У тебя там дети, ты одна их растишь, и тебе нужен мужчина состоятельный, он женат. Ну, сначала ты можешь подумать, что мне и не надо, чтобы он на мне женился, пусть просто мне купит там квартиру, дом, пусть содержит и так далее. А потом решила, что не, а почему? Я хочу вот все получить. И дальше идет. Четвертое – это месть. Когда ты хочешь отомстить человеку за то, что он сделал тебе больно, даже если этот человек, ну, может быть, просто был твой там близкий товарищ или вообще никто, или просто человек тобой воспользовался и после этого, ну, пустил слухи о тебе, ну, в общем, поиздевался над тобой, а ты думаешь, а я сейчас сделаю, ты будешь за мной ходить, как собака, а я к тебе никак не буду относиться. Вот эти вот 4, значит, мотива, по которым делают привороты. Но в эти все 4 мотива не входит любовь. Любви там нет. Самый главный аспект, который умалчивают ведьмы и не говорят. Значит, друзья мои, вот у тебя страсть, ты вот страстно там хочешь, желаешь этого мужчину, влюбилась. Любовь и влюбленность разные вещи, вы же знаете. Влюбленность это такой порыв резкий, вот тяга к человеку и так далее. А любовь это совершенно иное. Любовь это целая наука, целая работа. Люди живут вместе много лет, у них и страсть угасает, и все, но они любят друг друга, и уважают, и помогают, и могут даже расстаться и любить друг друга. В любом случае, даже если друг друг уже не испытывает этой какой-то первородной страсти. Но самое главное, что вам не говорят те ведьмы, которые берутся делать приворот. И я вам скажу вот этот секрет, и уже я, мне кажется, говорила, конечно, не раз, но, может, не концентрировали внимание. Вот у вас страсть, влюбленность, безумная тяга к этому человеку, желание с ним быть. Вы берете, начинаете его привораживать. Либо вам посоветовали. Лучше, конечно, чтобы сделал человек, который умеет, иначе вы можете пойти что-нибудь начитать. И таких случаев много, когда пошла начитала, и он разбился через 3 дня. Ну, не знала, что делает. Значит, вот вся эта страсть, все это желание, вся эта любовь, если мотивация страсть вкладывается в эту работу и переносится на него. Вы перестаете его любить, а он безумно начинает вас ревновать, может бежать за вами топорами, он просто не может без вас жить, он начинает вас ненавидеть, но живет, потому что тянет к вам. Невозможно без вас жить, без вашей энергии он умирает. Вот его как подключили к вашей энергии. Но у вас все чувства исчезают. Так вот, это отчасти наказание и отчасти закономерность. Как только вы насильно приводите в свою жизнь кого-либо, все чувства, которые вы к нему испытывали, всю эту страсть, она угасает полностью. Она переходит к нему, вы перестаете его любить.
Теперь вопрос. Если человека берут в рабство или в плен, может ли человек быть там счастлив? Вот у человека было другое предназначение. Он должен был жить своей жизнью, в своей семье. Не знаю, кем он должен был стать. Бизнесменом, оперным певцом, еще кем-нибудь. Его берут в плен, закрывают в какой-то комнате, кормят, поют, накрывают спать. Но он может быть счастлив. Его оторвали из естественной среды, его забрали из той судьбы, которая ему была предназначена. Раз мужчина должен был жить с этой женщиной и такой жизнью, а кто-то взял, обнулил это все и переписал историю так, как ему выгодно, следовательно, его судьба обнуленная, она очищена, то есть убрали полностью эту страницу и написали по новой. Следовательно, его судьба остановилась. Вот его предназначение, все, что он с рождения ему было приписано, на роду написано, как говорят, это все было вычеркнуто. И поэтому мужчины, которым делают приворот, живут недолго. Но бывает среди них долгожители, правда, это жизнью не назвать, лет 20 с чем-то. А в основном, в течение 13 лет они умирают. По разным причинам. Могут попасть в аварию, могут, спиваться и так далее. И при всем этом врачи не будут находить никаких болезней. Все нормально, но человек сохнет, он умирает. Следующее, что следует за этим, рождение больных детей. Либо бесплодие, абсолютно не рождаются дети, не получается родить ребенка, либо рождаются больные дети. И самое страшное, что вот это влияние, этот приворот, он идет по роду и будет отражаться на судьбах именно женщин, если женщина приворожила мужчину. То же самое происходит и в судьбах женщин, которых приворожили, но просто женщин привораживают очень-очень редко, а мужчин привораживают часто. Поэтому женщины в этом роду будут несчастливы. Следствие бабушкиного приворота, которым она увела своего мужа, их деда, станет то, что в этой семье женщины будут прокляты. И у них не будет складываться личная жизнь. Мужья будут изменять, они будут там выпивать. В общем, различные страшные вещи будут происходить в их судьбе. Но эти женщины будут глубоко несчастливы именно из-за того, что когда-то их прабабушка или бабушка увели приворотом мужчину. А уж тем более, если увели из семьи, если там были проклятия, слезы детей и прочее, то сами понимаете, что расплата намного страшнее, чем если бы, например, там холостого парня приворожили. Что, впрочем, тоже не снимает ответственности и не менее опасно, чем женатого мужчину привораживать. Как происходит приворот? Есть очень много различных воздействий. Есть несколько таких работ под названием «Черное венчание», которые навсегда привораживает, приклеивает просто мужчину к женщине. Как он себя ведет, привороженный мужчина? Во-первых, у него отвращение к жене, у них постельное отношение сводится на нет, у него постоянная злость и ненависть. Он ходит дома, особенно когда уже вечереет, когда начинает темнеть, ходит дома как сам не свой, как будто такой, знаете, как отреченный. Взгляд стеклянный, очень жестокий становится. Очень холодный, очень безразличный и к детям, и к жене, и к матери, и ко всем. И его тянет к этой женщине всеми силами, просто невозможно. Смотря какой там приворот наложили. Если сделали, например, через кладбище, то привязывает мертвую силу, мертвый дух, который идет и начинает его мучить, внушая ему образы этой женщины. Они же воздействуют на его подсознание,
внушает ему образы этой женщины, внедряет ему вот в его подсознание эту тоску, показывая, что это и морок считается. То есть ему кажется то, что на самом деле не существует. И вот эта вот замухрышка, страшная женщина, кажется красавицей. Бывали такие случаи, когда мужчина был, помолвлен или женат на просто очень красивой девушке, которую любил. Они там давно планировали свадьбу. И потом вдруг он просто бросает ее и, женится на абсолютной ее противоположности, на очень страшной, на очень глупой особе. И вот просто очарованный ей ходит. Но при всем этом он теряет все. И таких примеров очень много, когда, например, такие, знаете, кавказского разлива цеховики, такие симпатичные мужчины, там, при деньгах, в один момент просто бросили своих жен и здесь нашли другую женщину. И что произошло в их жизни? Они просто так завороженно, как телята, шли за этими женщинами, начали пить, все начали терять, влезли в долги. И в итоге оказались просто на обочине жизни. Если там семья простила или дети пожалели, приняли назад, такое бывает. Но не все так делают. Особенно в нашем современном мире уже есть больше возможностей для женщин. Есть женщины, уже не возвращаются. И они оказывались просто никому не нужными алкашами, психически больными, с разбитой судьбой, потерявшие все, и уважение людей, и деньги, и положение в обществе, все на свете. Ради какой-то женщины, которая в итоге либо пила с ним, он ее бил, конечно, смертным боем, дети рождались больные, либо потом нашла кого-то еще и убежала. И эти убеждения и эти клятвенные слова, что можно приворотом улучшить, освежить отношения, это все абсолютная чушь. Мы часто встречаем слова, знаете, нахватались везде. Гармонизация отношений. Что такое гармонизация отношений? Как можно приворотом гармонизировать отношения, если в твоей семье царит насилие, то есть один насильно удерживает другого? Я считаю, что в отношениях вообще нельзя допускать магию. В отношениях есть моменты, когда муж, например, очень отвратительно себя ведет, и жена начитывает для того, чтобы дома не было скандалов. Это совершенно другие вещи. Она успокаивает его агрессивную эту часть. Гармонизация отношений через привороты и присушки не существует. Потому что всегда воздействуют там определенные темные духи, смотря к кому обращаются. Либо через демонов это делают. Тогда демонические силы отправляют некий дух своего посланника. Тот вселяется в человека, овладевает полностью его личностью и начинает его тянуть к этой женщине. Просто это подселение. Его начинает тянуть к этой женщине. Он начинает бить жену, начинает издеваться. На первых этапах приворота чаще всего можно услышать, когда мужчина говорит: я не помню, что я такое делал. Он действительно может не помнить, потому что его разумом овладели. Извиняется, просит прощения. Потом это опять повторяется, пока он не уходит. Привораживая мужчину, можно управлять его разумом. Но тогда это превращается уже в зомбированное существо. Человек, который сам себе не принадлежит. И как только женщина, которая его приворожила, отвергнет или передумает, или поиграла и неинтересно, интерес потеряла, он может покончить с собой, а может и ее убить. И таких случаев тоже немало. Попросить у судьбы мужчину, призвать мужчину — это совершенно разные вещи. Вы просите у судьбы устроить вам встречу с человеком, который вам предназначен, или которого для вас, скажем,
назначить судьба. Вот ей виднее, какой человек к вам подходит, и чтобы пришел вот именно такой, вы доверяетесь силам мироздания и просите суженого того, кого вам дали в предназначении. Это другое. Вы не привораживаете конкретного человека. А вот конкретно привораживать человека делать по-разному. Мумию, если кто не знает, что это такое, это, значит, определенные части человеческого организма. Это волосы, ногти, это пот. То есть приворот делается на менструальную кровь иногда. Это очень сильный приворот и надолго. Делается через кладбище. Значит, делается через его вещи, рубашку. Делается через его волосы, ногти. Каким-то обманным образом можно получить. Да вообще можно. Мужчины, они не очень, скажем так, аккуратные. Они неряшливы, как правило, и разбрасывают везде. Это вообще не проблема. Делается на след мужчины. Сыпется в его туфли. Очень много различных способов приворота, присушки, привязки и прочее. Ни к чему хорошему они не приводят, кроме пьянства, психических болезней, иногда и, значит, импотенции. И если делают егилен, то есть привязывают его мужскую силу к себе навсегда, через некоторое время мужчина вообще может терять способность быть мужчиной. И многие мужчины потом, поняв, что ничего не получается, они просто идут на убийство, да, у них крыша как бы едет, сносит крышу, и ничего веселого в этом нет. Поэтому люди, которые убеждают вас в том, что, вы знаете, это безобидный приворот, это очень безопасный приворот, в общем, делайте, не бойтесь, это наоборот будет гармонизация отношений, это принесет счастье, это принесет какое-то что-то еще. Ну, это все равно, если бы вам сказали, идите, сдавайтесь в плен, вас там будут кормить 3 раза в день, у вас будут менять постель, все будет замечательно, хорошо, просто вот превосходно, у вас будут все условия, будете счастливы. Это одно и то же. Взяв в тиски душу, поменяв его предназначение в этом мире, обнуляя, стирая его судьбу и переписывая по новой с тобой, ты обрекаешь этого человека просто буквально к гибели. Поэтому я говорю, что любящая женщина никогда не привораживает. Этим занимаются не самые умные женщины, и клиентами таких колдушек, как правило, являются не самые умные бабы, у которых нет абсолютно уважения к себе. И они готовы жить с мужчиной, даже понимая, что он там с ней спит, потому что она что-то начитала, а не потому что как бы она сама по себе замечательная женщина. И жить с этой мыслью, что любят не меня, а вот те слова, которые было начитано, мне кажется, это унизительно, и это очень, в душе человек несчастен. Если у него, конечно, есть понимание, то есть если он самодостаточная личность, не глупая личность, которой все равно, каким образом добиться этого мужика. Значит, привязывается мертвый дух, который начинает его тянуть. Он начинает болеть, он не может ни с кем быть, кроме этой женщины. Но через некоторое время эта женщина получает абсолютно другого мужчину, не того, кого она хотела получить. У него меняется характер, у него меняется мировоззрение, он начинает жутко пить, он перестает зарабатывать, он дурнеет, он начинает лысеть, он начинает полнеть, он начинает, значит, терять свою красоту, привлекательность, сексуальность, он все теряет. Остается просто оболочка, которую вы его, знаете, как паук, схватил муху, высосал всю кровь, всю жидкость, все, что внутри этого создания. И вот эта вот сухая оболочка, она осталась. Вот то же самое остается и у мужчины. И, естественно, те демоны, которых вы призвали, они просто так никуда не уходят и, значит, остаются в его жизни, остаются и дальше начинают его сжирать. Насчет однополых приворотов, конечно, разницы никакой. Кому, то есть кого кому привораживать, никакой разницы. Вы можете хоть
там кого-то с кем-то свести, привораживать, но, еще раз говорю, если у этих людей не было интима между собой, то дело закончится только вот тем, что он обратит внимание. И потом будет уже задача вызвать страсть у этого человека, уложить в постель, а потом уже его навсегда привязать с помощью приворота. Это очень долгая, нудная работа. И всегда разумные ведьмы отговаривают, потому что не нужно ради принципа портить себе жизнь, ему жизнь. Не нужно на весь свой род накладывать это проклятие, что в будущем твои внучки и дочери за это расплачивались. Оно того не стоит. Если мужчина тобой заинтересовался, если он решил, что он в семье несчастлив, и он хочет жить с тобой, он имеет на это право, и вы тоже имеете право. Кто сказал, что если это жена, то она имеет все права, то она самая лучшая. Бывают и несносные жены. Бывает, что мужчина просто хочет счастья, он имеет на это право, как и вы. И здесь ничего такого нет. Одно дело, когда люди действительно полюбили друг друга и решили просто создать семью. А другое дело, когда один из них применяет насилие над другим именно тем, что переписывает его судьбу и заставляет жить с собой, потому что ему так хочется. И получая вот эту пустую оболочку, абсолютно теряете к этому человеку весь интерес. Этот человек превращается в нечто такое страшное, непонятное существо, психбольной, нищий, причем пьющий, причем очень ревнивый, причем абсолютно испорченный, там в голове непонятно, что происходит, потому что его терзают. Абсолютно несчастный. И вот тот юморной, красивый парень, которого вы очень сильно хотели, потому что у вас какие-то свои были соображения, и вас кто-то убедил, что вы должны жить счастливо и умереть в один день, вот этот парень превращается в лысого, безобразного, нищего алкаша, который абсолютно теряет все человеческое, и вы с ним либо спиваетесь вдвоем, либо он за вами топором гонится и не отпускает, либо еще что-нибудь. Я вам просто приведу несколько примеров. Мы иногда видим по сводкам, что вот муж убил жену и так далее. Да, страшная вещь, и как бы не всегда, конечно, там приворот или что-то имеет место быть, но есть несколько таких историй, которые я лично знала этих людей. И я знала, что эта женщина приворожила, потому что она сама говорила, что она так любит этого Руслана, что я все равно буду с ним, мне плевать. И на все уговоры, разговоры, что не надо этого делать, это ни к чему хорошему не приведет. Она просто потратила годы, ходила по всяким бабкам. Сначала он начал просто с ней выезжать куда-то и развлекаться. И как только она влезла к нему в постель, у нее уже оказалось больше возможностей его притянуть. И она притянула. Он оставил 2 детей, он с ней жил. Но потом он превратился в нечто, потому что мы, когда увидели этого красавца, горца, которого мы знали, просто плечистый, высокий, 2-метровый парень, он просто превратился в какого-то зверюгу, неухоженный, жутко пил, потерял фирму, потерял уважение людей, все потерял. И в этот момент она решила уйти, потому что она разочаровалась, потому что перед ней было нечто, не тот, которого она хотела так заполучить. И теперь он ее не отпускал. И то есть итог плачевный, он ее убил. Он ее убил, до сих пор сидит. Вот так закончилось это дело. Тоже в сводках показали, что бывший муж преследовал, не давал спокойно жить и так далее. Но узкий круг людей, они знали эту историю и понимали, что она сделала, понимаете? Она за это заплатила своей жизнью. Какая будет жизнь у ее детей, тоже большой вопрос. Потому что она тем самым, оставив там детей, оставив там их слезы, их переживания, она тем самым вот это проклятие перенесла и на своих дочерей в том числе. Вот, собственно говоря, друзья мои, приворот не приносит счастья. Это искусственно созданное подобие любви. Это как дом, который построен на песке, и первая же волна ее сносит.
Как только вы привораживаете кого-то, вы полностью теряете к нему все чувства. Теперь он страстно, это не любовь, а страстно желает вас, как зверь, по-звериному себя ведет, ревнует, не отпускает, но вам он не интересен. Чем дальше, тем хуже и хуже становится с ним жизнь, невыносимо. И вырваться от него тоже очень непросто. Зачастую невозможно, зачастую заканчивается это только смертью кого-нибудь из них. Или его, или ее. И так далее. Этот список можно продолжать без конца. Так вот, если вы хотите получить душевно больного психоалкоголика, потерявшего человеческое обличие, красоту и деньги, и все, что у него было, значит, то привораживайте смело. А все остальное это романтика, это для, скажем так, заманухи клиентуры. И там нет никакой истинной правды. Потому что истина в том, что приворот – это порча. И больше никак. Приворот применяется только в том случае, когда вы хотите испоганить человеку жизнь. Но и себе тоже, если будете с ним жить. В иных случаях приворот счастья никогда не приносил и не принесет никому. Очень много известных мужчин, которые любили гулять туда-сюда и догулялись до того, что кто-то из этих женщин, с которой у них там был интим, ну вот кто-то из них, она решила, что почему бы нет. А вот я хочу, чтобы он со мной был теперь. И после этого заканчивается карьера, и все сыпется отовсюду несчастье, потому что в его жизнь приходят злые энергии. Энергии нищеты, энергия агрессии. Приходят агрессивные демонические силы, которые портят ему жизнь. И, естественно, такой мужчина долго не живет. Ну и женщина, которая приворотом увела, скажем так, от счастья не сияет уж точно. Подумайте много раз, прежде чем такое заказывать, хотеть, мечтать. Ну и знаете, что очень многое от вас скрывают и не говорят. Почему? Ну, потому что потеряют клиентов. Им деньги нужны, им плевать на вашу жизнь. Что у вас будет после. Ваши проблемы. Всем удачи!